Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Сегодня я приготовлю овощные голубцы. Это великолепная альтернатива мясным голубцам. Плюс разнообразие. А еще в этом видео я покажу, как заморозить грибы и сэкономить место в морозильной камере. Ну а теперь готовим овощные голубцы. Первым делом подготавливаем капусту. Вырезаем кочерышку и отправляем в кипящую подсоленную воду отверстием вниз. Накрываем крышкой, варим на среднем огне от 10 до 20 минут. Зависит от капусты. Капусту не переваривайте. На второй плите отвариваем круглозерный рис. Соотношение 1 часть риса, 2 части воды. Рис отвариваем на минимальном огне, пока вся влага не впитается в рис. У меня капуста варилась 15 минут. Извлекаю ее на сито, пускай лишняя вода стекает, а капуста подостынет. Рис тоже готов. Рис у меня варился почти 20 минут. Снимаем его с плиты, пускай тоже остывает. Теперь займемся грибами. Ставим кастрюлю на плиту, солим. Добавляем немножечко лимонной кислоты. Если вы отвариваете белые грибы, то лимонную кислоту класть не обязательно. У белых грибов есть своя кислинка. Я же сегодня использую маслята. Естественно, я их перебрал, помыл, почистил и теперь отвариваю в течение 20 минут. Пока грибы варятся, подготовлю остальные овощи. С репы снять кожуру при помощи овощечистки и натереть на крупной терке. Морковку также при помощи овощечистки почистить и тоже натереть на крупной терке. Лук порезать мелким кубиком. Я использую красный лук, но можно использовать обыкновенный репчатый. Теперь нарезаю петрушку. Она тоже пойдет в фарш. Грибы варились ровно 20 минут. Они готовы. Извлекаем их из кастрюли, пускай немного остынут. А пока грибочки остывают, я покажу, как заготавливаю грибы на зиму. Сегодня у меня подберезовики, я их перебрал, тщательно промыл, отрезал ножки, крупные шляпки порезал на четвертинки и отправляю в бульон, в котором у меня варились маслята. Так как бульона маловато, я подливаю немножко кипятка из чайника. Теперь провариваю грибы 20 минут. Когда появляется пена, обязательно убираю ее. И через 20 минут грибочки готовы. При помощи шумовки извлекаю грибы в тарелку, даю им полностью остыть и порционно раскладываю по целлофановым пакетам. Завязываю и убираю в холодильник. Так грибы занимают гораздо меньше места в морозилке. Ну а зимой достали пакетик из морозилки и готовьте хоть супчик или пожарили картошечку с этими грибочками. Они как свежие, море аромата. Если вы так еще не делали, берите на заметку. Ну а мы возвращаемся к голубцам, потому что грибочки подостыли. Я нарезаю их средним кубиком. Они должны хорошо чувствоваться в голубцах. Это важно. Теперь готовим фарш. Для этого нам овощи нужно обжарить. В глубокой сковороде разогреваю сливочное масло и слегка пассерую лук. В течение буквально 2-3 минут. Затем добавляю морковь, репу и пассерую до мягкости. Как только овощи станут мягкими, добавляю к ним грибы, обжариваю около 2 минут, затем добавляю перец, если надо, добавляю соль. А мне надо, добавляю буквально щепотку. Перемешиваю, основа фарша готова. Снимаем с плиты, даем немного остыть, а пока капусту разбираем на листья. Вот столько листочков у меня получилось. В подостывший фарш, он еще теплый, добавляю рис, зелень петрушки и при помощи ложки тщательно вымешиваю фарш. Теперь формируем голубцы. У листа нужно отбить утолщение, чтобы оно стало мягким, либо сделать как я просто срезаю это утолщение. Теперь берем столовую ложку фарша, но это зависит от листа. Чем больше лист, тем больше фарша у вас уйдет. Аккуратно заворачиваем голубец, слегка прижимаем. И вот такая красотулька получилась. В результате из этого фарша у меня получилось 11 голубцов. Теперь на сковороде растапливаем сливочное масло, а голубцы обваливаем в муке со всех сторон и обжариваем на сливочном масле.
Вначале с одной стороны, минуту-полторы, и со второй стороны. В принципе, можно обжаривать и на растительном масле. Обжаренные голубцы извлекаем в форму для запекания или в глубокий противень. Готовим соус. Банку сметаны перекладываем в глубокую чашку. Добавляю 2 столовые ложки томатной пасты и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Тщательно перемешиваем соус и заливаем им голубцы. Сверху голубцы смазываем этим же соусом. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз, на 40 минут. Пока запекаются голубцы, подпишитесь на наш канал, поставьте вкусный, сочный, запеченный лайк и напишите комментарий. Интересно будет почитать, какие голубцы любите вы, с мясом или овощные. Тем временем прошло 40 минут, извлекаем голубцы из духовки. Раскладываем по тарелкам, сверху поливаем соусом, который образовался в процессе запекания. Если хотите, к голубцам можно подать и сметанку. Будет не лишней. Голубцы получаются нереально вкусные. И несмотря на то, что там нет мяса, очень и очень сытные. Приготовьте и порадуйте своих родных и близких. Обязательно поделитесь этим рецептом со своими друзьями в своих соцсетях. Ну а я пока с вами прощаюсь. До нового вкусного рецепта. Пока! Бормикс.